Хочу сказать, что меня пригласили на парад в Москву, да, есть пригласительный, он лежит уже выписанный в Москве, надо доехать и получить его, да, и добраться до Москвы. Поэтому я постараюсь быть на параде, если чего-то не произойдет. Ну, здесь, в Крыму, из-за чего не смогу поехать. Еще ряд встреч нужных надо провести. Что касается заявления Зеленского, то его все, включая мировые СМИ, подали как то, что Зеленский сказал о том, что он не будет поддерживать перемирие на 3 дня, как предложил Владимир Путин. И Зеленский угрожал и сказал о том, что будут бить по Красной площади во время парада. Если почитать на украинском, да, и послушать, что он говорит, то, то он фактически повторил то, что он до этого уже раза 3 говорил. Во-первых, он здесь высказался достаточно аккуратно. Украина не может гарантировать, да. Ну, то есть так уж напрямую угрожать он не стал. А вот высказался так аккуратно. Во-вторых, он просто повторил ту формулировку, которую говорил раньше, о том, что он предлагает, да, пускай даже с любого числа, с которого хочет Владимир Путин, пускай даже с 7 числа, но перемирие объявлять не на 3 дня, а на 30. Да, и снова еще там у него были ряд нелицеприятных вещей, но не буду их повторять для того, чтобы наша передача не была для Зеленского трибуны. Ну, здесь, в общем-то, сказать нечего, кроме того, что Зеленский сейчас понимает о том, что у него тот момент времени, когда он, ну, на время или на очень долгое, на короткое, на длинное поймал Бога за бороду, и до тех пор, пока он не ратифицирует соглашение с Трампом, они его назначили на понедельник, не все ему будут заглядывать в рот. Ну, Европа и так его поддерживает, но и Соединенные Штаты плохого слова против него не скажут. У нас сейчас очень много уголовных дел в Министерстве обороны Российской Федерации, связанных с войсками ПВО. В этом основная проблема. Земельные участки, которые находились в хороших местах, застраивались, переоборудовались и так далее на протяжении долгого периода времени. Проблема даже не в том, чтобы сбить. Легко наша авиация сбивает дроны, которые летят медленно, и проблема их обнаружить. Мы видим, что дроны долетают далеко вглубь России, и наше ПВО их не обнаруживают, объявляет тревогу уже в последний момент. Но когда наносились удары по нашим нефтехимическим предприятиям. Что касается Москвы, то Москва все-таки, исторически там, как бы там разруха после перестроечная не проехала по всему, она укреплена гораздо сильнее. Потом можно поднять наш разведчик, вот, который летает с такой круглой штукой сверху, да, он тоже хорошо все видит. Поэтому сбить беспилотники, сбить ракеты, которые будут запущены с Украины, нашей истребительными, нашими сушками, да, это очень просто. Значит, надо обнаруживать и просто сбивать. И неважно, сколько их отправят. Будет просто избиение владельцев. Самолет настолько более эффективный по сравнению с медленно летящим ракетой крылатой, либо с беспилотников, тем более беспилотников. Кстати, вот то F-16, который берет, который взяла на вооружение Украина, они как раз для этой цели нужны. В основном для того, чтобы сбивать беспилотники. И хоть там старые самолеты гораздо хуже, чем наши сушки и так далее, но с этой задачей они справляются достаточно эффективно. Человечество
всегда следит, ну, после Второй мировой войны, долгое время, по крайней мере, следили за тем, чтобы, если где-то какая-то инфекция, сразу же купировали ее. Потому что понимали о том, что если общество заразится нацизмом, а, то рано или поздно, во-первых, это будет внутренняя мобилизация, потом это будет диктатура, а потом будет обязательно война. Вот обязательно, по-другому быть не может. И это опасно и как для населения страны, так и для окружающих соседей. Поэтому так жестко всегда раньше следили за тем, чтобы малейшие проявления. Но сейчас мир куда-то катится не туда, потому что когда, когда американцы делают где-то революцию, они всегда опираются на каких-то радикалов. На Ближнем Востоке это ближневосточные радикалы, террористы, там, ваххабиты и так далее. А на Украине посмотрели, кроме как вот пробитых на голову нацистов, националистов, из которых они вырастили нацистов, никого не нашли. И поэтому они системно работали в этом направлении.